Мне кажется, что почти на любом YouTube-канале рано или поздно наступает момент, когда там выходит видео, связанное с созданием видео, так или иначе. Ну вот сегодня у меня такой случай. Однажды, просматривая электронный магазин по всякой фототехнике, я увидел в продаже широкоугольный адаптер, который совместим по резьбе с объективом, который у меня имеется в наличии. Это Lumix 42,5 мм. У нее резьба 37 мм. И широкоугольный адаптер фирмы Polaroid с коэффициентом увеличения 0,43. Меня сразу же заинтересовал вопрос, будет ли работать этот широкоугольный адаптер с этим объективом. Я начал гуглить, искать на YouTube, но ничего толком не нашел. Несколько роликов, где люди использовали какие-то объективы Lumix с какими-то широкоугольными адаптерами. Но это все были другие модели, довольно старые камеры. В общем, в итоге я рискнул деньгами и купил этот адаптер. Стоит он недорого. Вообще смысл в чем? Широкоугольный адаптер навинчивается на существующий объектив и меняет его фокусное расстояние. То есть широкоугольный адаптер его уменьшает. Соответственно, увеличивается угол обзора. И адаптеры, которые навинчиваются спереди объектива, не уменьшают его светосилу. То есть светосила остается такой, как была. В данном случае это 1,7. Коэффициент у него 0,43. Соответственно, фокусное расстояние из 42,5 превращается примерно в 18. Ну, в общем, это очень заманчиво, учитывая, что адаптер стоит где-то в 10 раз дешевле, чем объектив. Ну и вот, сразу же скажу, что я не рекомендую эту комбинацию. Ну, а сейчас я вам подробнее все покажу, как это все выглядит. Вот первое, что хочу показать, это как снимает, собственно, объектив 42,5 без всяких насадок в режиме автофокуса. Фокусировка происходит, ну, не сказать, что моментально, но достаточно быстро, достаточно четко. У меня немного трясется камера, потому что я тыкаю в нее пальцем, но, в принципе, автофокус это не смущает. Теперь я навинчу этот адаптер. И хоба! Вот так вот. Все в тумане. Все как будто бы намазан вазелином объектив. Автофокус, надо сказать, продолжает, в принципе, работать, но он не может нормально сфокусироваться. Все равно картинка остается мыльная. Я, насколько понимаю, такой тип искажений называется сферические аберрации. Не путать с хроматическими. И вот я сейчас продемонстрирую на ручном фокусе, что дело тут не в автофокусе. Нельзя, в принципе, получить резкую картинку, даже меняя фокус вручную. Вы можете заметить, что у меня включен фокус-пикинг, то есть подсвечиваться таким зеленым цветом должны контуры объектов, которые находятся в фокусе. Но здесь, естественно, ничего в фокусе нету. Улучшается ли ситуация, если прикрыть диафрагму? В определенной степени да. Я закрываю диафрагму до 4, ISO поднимаю до 1000, чтобы примерно сохранить экспозицию такой, какой она была. И да, картинка гораздо четче, но все равно видно вот этот туман, он, в принципе, не пропал. Да, он стал меньше, но он полностью не ушел. То есть картинка очень мягкая. Ну, собственно, закрываем диафрагму дальше. Диафрагма 7,1 и ISO 2000. Собственно, картинка стала еще немножко резче, но, в принципе, тут уже начинает проявляться шумоподавление высокого ISO, и картинка за счет шумоподавления становится более мягкая. Поэтому все еще фокус-пикинг, в общем-то, ничего не подсвечивает. То есть в этой картинке
фотоаппарат нигде не считает никакой участок кадра достаточно резким, чтобы его подсветить, да. Закрываем диафрагму дальше. Диафрагма 11, ISO 5000. Ну, по картинке вы сами примерно все видите. Что-то там фокус-пикинг уже вроде бы как немножко начал показывать на бас-гитаре, там струны, вот когда фокус попадал на струны, вроде бы как он подсвечивал немножко зеленым. И давайте посмотрим, как работает автофокус при этом. То есть вот с такой зажатой диафрагмой, если я переключусь в режим автофокуса, то, ну, он очень долго ездит и в итоге находит, ну, я бы не сказал, что самое резкое, ну, хотя вот на микрофоне вроде бы как он сфокусировался. В общем, фокусируется много, долго ездит, как бы, и не очень точно. Для сравнения я покажу картинку вот с этого зума. Это довольно темный зум, 14140, диафрагма 3.5, 5.6. В положении 25 миллиметров приблизительно. У него диафрагма максимально открытая 4.2. ISO при этом 640. И вот так вот выглядит картинка. Фокус происходит быстро, плавно, четко. И в целом видно, что картинка гораздо лучше. И вот так вот выглядит фокус-пикинг. То есть здесь четко видно, что фокус есть на микрофоне, что фокус был на грифе бас-гитары. Ну, то есть по итогу можно сказать, что эта связка нормально не работает, если только вы не хотите специально получить такую мягкую картинку, возможно, для художественного эффекта. Ну, а на этом все. Всего доброго. Будьте здоровы.